Устоять от этого аромата невозможно. Они такие мягкие, нежные и вкусные. Готовьте, не раздумывая. Я уверена, что вам понравятся эти творожные булочки и именно по этому рецепту. Всем привет! Вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. В подходящей чаше объединяем 400 грамм творога, 2 средних яйца, 100 грамм растительного масла без запаха, 1 пакетик ванильного сахара 8 грамм, 80 грамм сахарного песка и щепотку соли. Погружным блендером пробиваем продукты до кашеобразного состояния. После чего всыпаем 10 грамм разрыхлителя. Буквально несколько секунд перемешиваем, чтобы разрыхлитель вступил в реакцию с творогом. И только потом всыпаем сразу всю муку, 350 грамм. Замешиваем тесто. Я это сначала делаю ложкой, а потом собираю тесто руками. При необходимости подсыпаем муку. Мне понадобилось 380 грамм. Слишком долго тесто не вымешиваем, чтобы не получилось затяжным. Творожное тесто получается неоднородным. Все так и должно быть. Готовое тесто делим на порционные кусочки. У меня получилось 14 штук. Подкатываем каждый кусочек в шарик, а далее формуем аппетитные домашние булочки. Раскатываем из теста сначала полоску, немного сужая концы, а затем скручиваем. Как я показываю, просто повторяйте. Вот в такой жгутик. Укладываем булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем каждый жгутик молоком и отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30 до готовности и красивого золотистого цвета. Очень пышные, аппетитные булочки из творога получаются. В нашей семье очень любят творожную выпечку. Поэтому всегда охотно и с удовольствием ее пеку. Немного остывшие булочки смазываем сливочным маслом, а после обваливаем в сахаре с корицей. У меня 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка корицы. Я присыпаю только сверху, а можно с 2 сторон. Это дополнение делает булочку еще вкуснее. Заваривайте чай или кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов! Пока-пока!